Всем привет! Сегодня мы в самом красивом месте Литвы. Это национальный парк города Неринги, а именно на дюне Парниджу. Я вам сегодня покажу саму дюну Парниджу, а также немножко город Ниду. Вот такая вот красная дюна. Там вот вдалеке, не знаю, видно вам или не видно, здесь вот вышки пограничные. Здесь граница с Россией. Та вот часть, которую вы видите, это уже Россия. Часть песка вот этого тоже часть России, часть Литвы. Вот. Ну и вот здесь вот приходят и любуются этими видами и делают красивые фотографии. Мы пойдем дальше. Мы спустимся вниз и пройдем через весь так называемый долину смерти. Это вот место называется долина смерти. Вот мы туда и пойдем. Мы сейчас обратно вернемся к памятнику французских военнопленных и оттуда пойдем уже к их могиле. Вот такие виды здесь открываются. Чем вам не пустыня? Сейчас пойдем туда и пойдем к кресту французскому. Вот, и такие заборчики из веток, которые охраняют дюны, чтобы они не разрушались и песок не ходил. Папа. Что? Видите там, где уже белое? Там уже есть стена, и там уже Россия. Россия, знаешь, где она начинается? Видишь? Там, где вот такой выступ есть, вот здесь вот такой выступ есть, это тоже, по-моему, Россия. До него, по-моему, пограничная зона общая. Вот, а там уже Россия. И там еще Россия. Видите, что-то там светлит, а там тоже Россия. Где? Видите, там земля какая-то, там тоже, я думаю, Россия. Ну, наверное, да. И еще один новый памятник в Ниде. Этот памятник французским военнопленным. Вот такой, смотрите, орел. И написано французу Кара Белайсви. Вот эти французы, их использовали для посадки деревьев, которые сдерживают дюны. И сейчас мы сходим на их могилу. Здесь был французский военнопленный лагерь. И вот где-то здесь они и сидели. Я не помню, сколько здесь было военнопленных, но много. То ли 2, то ли 5, то ли даже 10 тысяч. Вот здесь это все и происходило. Так, а мы сейчас пойдем искать их могилы. И еще из интересного, есть такое вот растение, называется, по-моему, зунда. В советское время оно считалось, что оно записано в Красную книгу, и нельзя его срывать, а из них делали такие сухие букеты. А недавно читал, что оказалось, что это растение инвазивное, и его нужно уничтожать. Вот так вот. То Красная книга, то уничтожать. Вот такие интересные скамейки есть, удобные. Здесь так вот полулежа сидишь и наслаждаешься видами. Так, мне сообщили, что крест нашли. Я его тоже уже вижу. Вот этот крест. Посмотрите, выглядит интересно. Такой старинный. И внизу есть такие самодельные кресты. То есть две палочки связаны травой. И, возможно, здесь сохранены пленные французы. Кто-то Наполеон. Наполеон? Да. Ну, был такой император Франции, Наполеон. Он большую войну устроил. А с Пруссией? Он совсем воевал с Пруссией, с Россией. Могу сказать? Но. А как понять? Если тут были лагерь, ну, там была же Пруссия, как понять, если тут был лагерь, ну,
И тут были заключенные. Угу. А что они вообще тут делали? Они были на войне, Да, попали в плен, да, и здесь их держали. да. И зачем? Они что, просто сидели тут? Они немножко сидели, а потом они садили деревья и работали. Они что-то делали, какие-то тут домы или что? Здесь были такие казармы, такие дом был такой. Там они все жили, спали и работали. Видишь, вот деревья, сосны, которые там растут дальше. Это старые, это, возможно, они посадили. И, возможно, эти еще где-то Да. есть. А зачем они вообще садили? Потому что раньше здесь была пустыня. Да. И, например, здесь были деревни. Эти деревни постоянно засыпало песком. Да. Потому что этот песок, он, куда ветер подует, туда он и ходит. Например, дом построил, и твой дом засыпало песком весь. Помнишь, мы там были на Да. Неживой дюне? Да, там было еще и другие деревья, как минимум 5-10, может. Да, там были дома, была деревня, и все засыпало песком. А чтобы такого не было, они садили деревья, потому что корни деревьев, они держат песок, не дают ему никуда ходить. Но, а тут была пустыня, просто все в песке. Да, что песка. Даже, я думаю, травы не очень было. Может, и было вот столько, может, 5% все пустыни Да. были травы только. Сейчас здесь травы много, а раньше все было в песке. Елка была в песке, все было в песке. Да. Тут было как будто такой мир пляж. Тут было такая... Даже в Клайпеде, там где парк Каркар, Да. там тоже была пустыня. Когда говорят, как было как минимум 5%, если вы пустыня. Не все Литвы, а вот именно вокруг Клайпеды. Ну, как сказать, так, 3% Клайпеды была пустыня просто. Ну, может быть. А Йоткан это вообще может 909%. Может. Просто все пустыня просто. А Вот как так. тут выживали? У них же не было воды. Воды Не знаю, где они воду брали. Они брали в заливе воду. в заливе. Может, какие-то колодцы имели. И так и жили. Кушали они ворон. Я могу спросить, Но а почему тут стала Литва, а не Французия? Что тут вы такая сделала, что Французия просто как-то убежала? здесь не было Франции. Ну как понять, тогда они как тут строили лагерь? Им немцы построили, прусы. А зачем они же воевали? Но они их арестовали. Да. Вот. За И, что? ну, то, что они воевали. Взяли в плен. Россия. Прусы их арестовали. Да. Или немцы, не знаю, кто их там арестовал. Вот. И здесь посадили, чтобы они больше не воевали. Ну Мы уже довольно далеко ушли. а там начало, вот это. Вот там, видите, вдалеке солнечные часы. А мы от них отдалились, не знаю, на метров... Что? Не 100, 500 может. Так, здесь написано, что там находится школа этих любителей парапланов, наверное. Я эту школу никогда не находил. Возможно, она там была раньше. Я думаю, что это можно и найти, там остались какие-то, как будто останки какие-то. Ну, может быть. Может, плиты какие-то, может, какие-то учебные все, может, вообще кости остались, кто знает. Вот там был Кости? пожар. Пожар, может, вообще был. Может. Откуда нам знать? Вот такое вот светлое место. Я думаю, что многие из зрителей моего канала здесь никогда не были. И вот можете посмотреть, что здесь есть. Об этом месте мало кто знает. Обычно все приезжают в Ниду, погуляют вдоль набережной, сходят в Максимум на море и возвращаются. А я вам постараюсь показать другие места, в которые мало кто доезжает. Мы уже довольно близко подошли к границе с Россией. И покажу вам, что случилось с моим телефоном. Смотрите. Написано уже сеть Билайн. То есть включился роуминг. Так что, когда будете в Ниде, особенно если попытаетесь повторить мой маршрут,
Будьте осторожны, включится роуминг, вам кто-нибудь позвонит, или же там решите посмотреть какой-нибудь ролик на ютубе, и вам это может обойтись довольно-таки дорого. Поэтому, наверное, рекомендуется выключать сеть или же следить за своим телефоном. Иначе там заплатите за минуту, там, не знаю, 5-10 евро. Так, а мы идем дальше. Смотрите, когда мы пришли, уже забор, столбы. Я раньше думал, что это уже граница. Но это не граница, а всего лишь гробšto gamtinis резерватас. Вот. Поэтому к нему можно приближаться. Но, я понимаю, это уже приграничная территория. Вот. И ходить там уже просто так нельзя. Я один раз по незнанию был на пляже в Ниде. Вот, и тоже там так шел, и остановили меня пограничники. Сказали, что это уже общая приграничная зона с Россией и Литвой. Так. А мы идем дальше и приближаемся уже к заливу. Там очень красивые виды открываются. Чем мне нравится это место, что здесь практически нет людей. То есть вы можете встретить, там, не знаю, там человек 2-3, может 5 человек, но не больше. Здесь так вот пустынно и никого нету. Можете спокойно прогуляться. И, кстати, кто хочет сделать красивые фотографии, тут есть места, где один песок. Ну и так просто такие холмики прикольные. Так что отличное место для фотосессий. Так, идем дальше к заливу. Ну что, Мартин, есть ягодки? Да. Покажи, сколько нашел. Девочки. Сколько покажем? Вот смотри. Вот смотри. Ну, покажи, где. Где ягодки. Попробуй, вкусные, не вкусные? Вкусные? Да. Вкусные? О, девушка, ты чуть не наступил на ягодку. Само это место на Дюне Парничи называется Долина Смерти. Я думаю, такое название, потому что здесь были погибшие французские военнопленные. Где они захоронены, непонятно. Там, где мы были около креста, там только есть предположение, что там, возможно, захоронены. Но это не точно. Самих могил никто не видел. Вот, так что такое вот место. Долина Смерти. Прошли мы всю Дюну Парничи и подходим к моему любимому месту, к заливу. Сначала вы шли по горе, песок горячий, ноги жгут. И в конце вы приходите к заливу. И сейчас я жду не дождусь, пока в него окунул свои ноги. Так, сейчас наступит этот момент. А мы окунем ноги в Балтийский залив. Вернее, Куршский залив. Балтийское море. Ну как, приятно? Смотрите, какие пески впереди. Вот там уже Россия. Видите, вот эта полоса такая темная? Это Россия. И здесь, по-моему, тоже Россия. Часть песка принадлежит еще Литве. Там этот резерват гробšto. А часть уже Россия. Вот мои самые любимые места. Смотрите, какой красивый вид. Здесь можно поделать очень красивые фотографии. Дети купаются, а мы немножко снимем. Людей здесь мало, поэтому спокойненько можете погулять по этим прекрасным местам.
Также здесь был один человек. Тоже, наверное, купался. Смотрю, переодевается. Вот такое вот интересное место. Напишите в комментарии, кто здесь был. Мне интересно, были ли здесь мои зрители или нет. А если не были, то в следующий раз, когда приедете в Нерингу, посетите эти места тоже. И такие болотца есть. Но они тоже довольно-таки красивые, такие зелененькие, придают свой шарм. Вот так вот. Там вот корабль, который видите впереди, это сторожевой корабль. Не знаю, чей он, российский или литовский. Конечно, не уверен. Охраняет границу. Вот еще один красивый вид. Кстати, ребята, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте. Я буду вам показывать места интересные, которые я знаю. Буду находить новые. И все вам показывать, обо всем с вами делиться. Поэтому, если хотите быть в курсе, то подписывайтесь, смотрите ролики, ставьте лайки. Это будет меня мотивировать находить новые места и все вам показывать. Также жду ваших комментариев. Мне интересно их почитать. Если есть что ответить, я буду отвечать. Поэтому не стесняйтесь и пишите. Так, а мы немножко ушли в сторону. Посмотрим, как дети купаются. Этот шиповник. Многие, кто еще в советское время помнит Нерингу. Этот шиповник тоже раньше читался в Красной книге. Что только в Неринге он растет. А сейчас тоже говорят, что он оказался инвазивным. И его тоже нужно уничтожать. Так, здесь уже отцвел. А вот там еще есть цветы. С него, видите, есть белые цветы. А есть такие красивые розовые. Кстати, когда будете около шиповника и босиком, будьте осторожны. Да, там можно найти колючку, которая вам попьется в ногу и будет неприятно. У меня так было только один раз. Поэтому, возможно, с вами такое не случится. Здесь мы идем, здесь можно ходить. А вот видите эту гору песка, дюну. На нее уже забираться нельзя. Потому что если вы полезете, то вы разрушите. По-моему, даже есть какая-то статистика, что если вы сделаете один шаг по этой дюне, там сразу много килограмм песка осыпается и делается довольно большой ущерб. Вот здесь такая вот выступ есть заболоченный. Я когда был раньше, видите, здесь вот не глубоко. И это место, когда жарко, оно становится омелевшее. И этот песок выступает. И получается такая как бы коса, еще одна небольшая. Но сейчас она затоплена. Поэтому такого как-то не очень есть. Что-то немножко видно, что такая вот выступ есть, но такой вот длинной косы не видно. Вот. Там вот впереди город Нида. Поселок, вернее. Там, наверное, не знаю, Вентис Рагас, скорее всего. Когда мы будем в Ниде, то мы посмотрим эти кораблики и какие там цены. Вот здесь дюны красиво осыпаны. Я не знаю, вам видно или нет. У меня камера без зума. Я сделал фотографию с телефона и покажу вам
А когда будет поближе. У нас впереди преграда. Не знаю, или идти по верху, или же идти вброд. Попробуем вброд. Здесь вот пойдем. Смотри, это дерево упавшее. Интересно, как оно упало здесь. Так. Одна небольшая. Так, впереди еще больше препятствий. Смотрим, как там, возможно, все же придется вылезти. Так. Там, в принципе, можно пройти. Смотрите, здесь такая тропинка протоптана. Так. Я помню, раньше в детстве, когда вот эти вот уже становились красными, семечки вытаскиваешь, и можно их кушать. Или чай делать. Я обычно кушал на месте. Так. Так, ну вроде препятствия прошли. Все успешно. Вылезать на берег не нужно было. И что? И мы видим, нам открывается Нида. Ее кораблики, церковь, маяк, башня. Я семью, наверное, отправлю в Ниду, а сам поднимусь наверх, возьму машину и приеду в Ниду. Так, и нам открывается вид на поселок Ниду с ее яхтами, корабликами. Кстати, здесь некоторые туристы пользуются, арендуют кораблики. Например, можно вечером встретить закат. Они вот плывут здесь, доплывают до того сторожевого корабля, смотрят закат и возвращаются. Мы когда будем в Ниде, то я схожу к этим корабликам, посмотрю, какие цены, какое расписание. Также я знаю, что на этих корабликах можно добраться до Винтис-Рагас, до Йотканти, даже до Клайпеды. И даже, наверное, до Каунаса. Есть какая-то ракета, которая идет из Ниды в Каунас и обратно. Вот, но ни разу не пробовал. Такие ракеты еще были в советское время. Потом их не было. И вот сейчас они снова, по-моему, вернулись. Вот смотрите, какие дюны классные. А раньше я видел фотографии старые, что на этих дюнах даже паслись коровы. То есть раньше дюны эти никто не охранял. По ним все бегали, коровы ходили. А вот сейчас стоит такой знак, что так делать нельзя. И за это получите штраф. Видите, написано здесь. То есть внизу можно ходить, а на горы нельзя. Не лепте, стачейсь, шлейтесь. Вот, то есть на горы лазить нельзя. Так, что мы видим в Ниде? Видим церковь стеклянную, видим маяк, видим башню, ну и сами яхты. Даже скоро будем уже в Ниде. А пока вы наслаждайтесь последними видами этой прекрасной дюны. Мне еще всегда интересно было бы сходить на российскую сторону. Я думал про это, но сначала коронавирус, потом война. И вот сейчас непонятно, когда туда попаду. Так. Я семью, наверное, отправлю в Ниду. Сам пойду за машиной и там их встречу. А там в Ниде погуляем. Такое вот узкое место. Видите, гора и сразу вода. Так, о, что это такое? Камень. Нет, смотрите, это, короче, типа
глины какой-то. Посмотрим. Не знаю, земля. Откуда появился, наверное, непонятно. То есть вокруг песок, песок. И бац, какая-то земля. Знаете откуда? Смотрю, если тростник, он тоже, в принципе, растет не на песке, а на такой земле какой-то. То есть, где есть появляется земля, наверное, тут же кто-то начинает жить. Пока что вижу мох. Так, ну вот так вот. Интересно. Повсюду видите знаки. Не ходить, не ходить. Только вот животные какие-то, птички, собачки, может, бегают. А так, в принципе, никто не ходит. Но на самом деле так сильно заботиться начали недавно. Еще, не знаю, лет 20 назад люди ходили и об этом не думали. Но хоть сейчас задумались. Дюна Парниджо осталась позади, но мы на нее еще вернемся. Здесь такой вот знак есть. Тилос Сленес. И цветы, которые здесь можно встретить. Видите? Есть такие смельтины шепетукас, паюри на шлайте, кальны на устея, ангстивос мельгене. Которые красные есть, или уже такие, которые есть такие редкие, эти два, а это такая тоже редкая, но не очень. Написано, вот такие... что, видишь, написано саугуму саугалас. То есть ее нельзя трогать, да, срывать? Да. Ну, она не такая уже редкая, как они два. Вот это я вижу, видите, вот да, видишь, написано, что здесь саугумус, а это красная книга, да? Да, это очень. И вот такие, видите, мы потом покажем, если еще увидим такую. А эту еще где-то тут. И, кстати, еще бывает, когда бывает Йонинес, то вот такие люди ходят, вот, и можно встретить, пускают по Куршскому заливу венки со свечками. Я вот раз, когда шел, не видел, но ранее видел венки, которые остались, и там были свечи. Так, а мы идем обратно на дюну, там наша машина. Видите, впереди там то ли вороны, то ли какие-то вороны, то ли еще какие-то их родственники. Сейчас неспокойно гуляют. А еще лет 100 назад это был национальная еда местных жителей Неринги. То есть не было популярно ловить ворон и их кушать. Такой вот деликатес. Тоже вставлю фотографии, где люди их ловят и перекусывают зубами им горло, чтобы потом их приготовить домой принести. Вот так вот. И сейчас спокойно они гуляют и ничего не боятся. Значит, даже люди специально оплатили деньги, чтобы им показали, как этих ворон, как этим воронам перекусывают горло. Ну вот. Сейчас таких умельцев уже нету. Но это же невкусно, папа. Невкусно? Ну не знаю, кушали, Это не нравилось. горло, они вообще куку. Это то же самое, знаешь что? Но. То же самое, как перекусить змеей голову. Ну, не знаю. Да. Смотрите еще. Видите, впереди нас лестница. Вот такой вот план есть. Да. Мы сейчас находимся здесь. Тут поднимаемся, идем так, Да. и тут уже есть. Кажется, что так простенько, так вот перешел, и все. На самом деле лестница довольно-таки серьезная, и есть что делать, чтобы ее перейти. Есть. А вот тут нида, видите? А вот тут какая-то ничего копается. Вот так, чтобы Да, не кстати, вот видите, вот следы, как я говорил ранее, что сейчас стали заботиться об этих дюнах, а вот раньше просто шли по дюне. Это еще было недавно, я еще помню. Не, сейчас посмотрим. Так ходили. Когда? 1975 год. Ну, и еще на самом деле ходили и лет 20 назад тоже ходили. Да. Только тогда были штрафы, а теперь это... Никто ничего не штрафовал. Не, это метров. Все ходили и не брали в голову. Перми лайпты бойлинг они ходили больше лет, только они когда начали ступеньки. Вот это, видите, место? Она теперь вот это. Идет. Эти лестницы раньше, здесь сейчас здесь находится, а раньше она была вот там вот. То есть это новые ступеньки. Да. Она была где-то вот тут, вот так надо Ну, ты же было не помнишь.
Мы ходили, помнишь? Ходили? Там мы такие там круги делали. Как будто. Да. Там как круглая, да, была такая? Да, вот так. Вверх, 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 Мы вверх. если теперь просто вот так мы и будем идти, Мгм. а там были вот так, бим-бам-бам-бам-бам-бам. Такая, как башня такая, да? Да, как будто в башню надо. Ну, молодец, все помнишь. Видите, молодежь песни поет в таком красивом месте. Очень жаль, знаете почему? Что? Прошлый год тут можно отсюда просто спускаться было, а теперь очень мало только можно. Ну, теперь уже закрыли, да, вход? Видишь, такие заборы, да? А зачем они Вот делают? такие вот заборчики. Их уже делают 200 лет. Что? Такие вот заборчики уже делают 200 лет здесь. Зачем? Чтобы сдержать дюну, чтобы она не ходила. Ну тогда будет неинтересно. Ну, здесь делают, чтобы не интересно было, а чтобы было, чтобы все осталось. Например, в прошлом году здесь можно было так вот прямо спускаться. Сейчас они вот такие вот Да, можно. сформировали. Знаете, что вот так разгоняешься, просто можешь так. Я даже спускался, есть даже может фото какие-то, видео. Мгм. А сейчас вот Когда нельзя, я да? спускался, теперь все, как минимум можешь убирать только вот так. А что, бегать не будем? Можете полюбоваться, где мы были. Значит, мы сначала пошли туда вот к кресту. Сейчас, секунду. То есть сначала мы пошли к кресту, он находится где-то здесь вот. Там спустились и пошли вдоль леса. И так шли и вышли к заливу. А есть другой вариант, как можно спускаться. Можно вот именно вот здесь вот спускаться, в этом месте. Вот. И идти вот по этим тропинкам и так же само дойти. Я не знаю, какой путь более интересен. Или около леса, или по вот этой вот пустыне. Скорее всего, вы уже были в лесу. И, наверное, вам более интересно идти по пустыне. Поэтому я бы советовал идти не так, как мы шли. Мы здесь были много раз, поэтому я уже здесь находился. А, наверное, кто есть первый раз, скорее всего, интереснее ходить вот здесь вот. Здесь вот спускаешься, вон тропиночка. И идете. И тоже выходите к этому же заливу. Вот так вот. А мы идем брать машину и поедем уже в Ниду. Сниму вам, какая дорога ведет в Ниду. То есть мы ехали по главной дороге, по Неринге, и потом свернули в Ниду. И вот такая дорога. То есть дорога, по ту сторону одна полоса, и такая вот велосипедная дорожка. Некоторые паркуются здесь, так как в Ниде мало мест для паркинга, и они заранее паркуются перед городом. Город небольшой, его можно весь пройти. Вот. Некоторые присаживаются на велосипед и катаются по городу на велосипеде. Так, это церковь такая стеклянная. Потом я вам ее покажу. Так, и мы уже въезжаем в центр города. Здесь пожарные, медпункт есть, мэрия и так далее. Так. Можно велосипеды снять. Здесь такая стройка уже всем надоела. Вот уже не знаю, строят уже года 2, может 3 даже. Так, где мы паркуемся? Попробуем здесь. Паркинг платный. Так. Посмотрим, сколько стоит паркинг. То есть с 8 до 8 вечера. Это красная зона. И цена час 2 евро. Можно платить монетами. У меня есть программка. Вот такая вот. Унипарк. Я вот с ней плачу. Так, а мы идем, посмотрим немножко город и покушаем. Это вот здание, это мэрия в Неринге. Здесь сидит мэр, парламент в Неринге. Там вот впереди магазин Максима. Самый большой магазин в Неринге. Так.
Здесь вот красивые такие, не знаю, виллы, дома. Так, и там впереди порт. Хотя город, в принципе, небольшой, население, наверное, 1002. В нормальное время, реально не знаю сколько, летом что больше. Это считается столицей города Неринги, то есть главный поселок. Поэтому здесь мэр и так далее. Так, а мы идем в ресторан. Вот этот ресторан мне нравится. Grill House.